Следующий вопрос, такой. Как правильно относиться к карьере и деньгам, чтобы вот твое это отношение помогало тебе двигаться вперед? Уточню, двигаться вперед в какой сфере жизни? Именно в карьере и в деньгах? Да, именно в этой сфере. То есть как к ним относиться, чтобы в дальнейшем вот был какой-то успех? М. Ну, ответ на этот вопрос может быть разным. Если вы сосредоточились только на карьере и деньгах, то вы и то, и другое должны любить. Соответственно, по закону сохранения энергии у вас будет где-то прибавляться, а где-то отниматься. Если вы на этом будете сосредоточены, то, собственно, как и показывает многочисленный опыт и бизнес-вумен, и бизнесменов, в их жизни со временем становится все больше и больше того, что они любят и к чему они стремятся, то есть карьера и денег. А вот в личной жизни и счастья чего-то не прибавляется. Дай! Погоди! Еще! Да еще! 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 Жальше! Ну, так вот, наиболее характерный пример вы можете увидеть не лучшем, конечно, фильме, но достаточно контрастно показывающим несчастного человека в деньгах. Фильм «Глянец», по-моему, наш. Вот он давно вышел. Но советую посмотреть, там Домогаров играет именно такого человека. Да? У меня денег жопой жуй! Самолеты, яхты, девки. И главное, тебя никто не просил. Потому что ты мне никто, понял? А знаешь, что я хочу? Самое главное. Вот послать все это гребаные матери. На, смотри. Поэтому, если вы фанатеете по поводу карьеры и денег, то это вам рано или поздно гарантировано. Это все требует любви. Если ты с любовью относишься к деньгам, они у тебя водятся. Если ты не умеешь ими распоряжаться, они к тебе просто не липнут. Другое дело, если вы пытаетесь жить гармоничной жизнью и распределять свои усилия по многим сферам. И не пожертвовать ни семейной жизнью, ни отношениями, ни семьей, ни детьми и т.д. и т.п. То есть сразу все в одном флаконе. А вот здесь вот просто не бывает. Потому что, как я сказал в первом случае, вы обязаны будете потерять что-то из этого, если сосредоточиться только на карьере и деньгах. Там, да? Если же иначе, то должны понимать, что в принципе есть такое очень мудрое выражение, что деньги – хорошие слуги, но плохие хозяева. Если человек находится в услужении карьере и деньгам, они начинают править всем его поведением, мыслями, жизнью. Они захватывают его полностью. Вот и думай о Терезе. Наша работа – брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман. Это да, но если вы заодно и клиенту поможете заработать, это выгодно для каждого. Правда ведь? Нет. И он там как скупой рыцарь. Помните, тоже, наверное, по классике, если читали. Он полностью растворяется в этой своей страсти и не видит ничего другого. Поэтому, ну вот, например, наиболее состоятельные люди, естественно, в первом поколении, я не говорю о наследниках, да, те, которые обычно выбираются из каких-то не очень успешных семей, из нищеты, и ставят перед собой вот как лазером такую цель обогащения, они не являются... Да нет, конечно, они являются объектами для охоты. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, ссылки в описании внизу, в которых вы сможете задать мне вопрос и пообсуждать в нашем чате данную тему. Не забывайте ставить лайки, подписываться, нажимайте на колокольчик, делитесь, ругайтесь, соглашайтесь, но только не оставайтесь равнодушными.
особенно со стороны молодых и амбициозных девушек, да. Но, честно говоря, никому бы я не позавидовал, общаясь с ними. То есть эти люди очень сосредоточены на своих эгоистических интересах, которые связаны с зарабатыванием, и в быту, в семье они некомфортны. Ну, как любой человек, фанатело, преданный чему бы то ни было. То бишь карьере, заработку или там науке. Это всегда некомфортные люди. Но сам по себе вот этот дух зарабатывания денег, он привносит и много агрессивные нотки в характер и в привычки. Тебе стало плевать на все. На что? На все. Ты стал тенью самого себя и смирился с этим. Почему ты не можешь порадоваться за меня? Потому что мне только и остается, что жалеть себя. Недоверие к людям, естественно, и к супруге. И поведение, которое может быть достаточно резким. Поэтому бонусом к деньгам вы получаете еще и такие подарки. Думайте, выбирайте.